Всем привет, это канал Гудзик DIY, меня зовут Катя, и сегодня у нас снова имитация натуральной глины из соленого заварного теста. Его рецепт вы найдете в описании под этим видео. Его можно колеровать сразу при изготовлении, так будет даже проще равномерно распределить краску. Но так как мне нужен совсем небольшой кусочек, придется запачкать руки и вмешивать краску уже в готовое тесто. Форму для застывания я сделала из тонкого картона и оклеила ее скотчем с внешней стороны, чтобы можно было легко снять фигурку, не повредив ее. Раскатываю два небольших треугольника, это будут ушки. Эта масса подсыхает быстрее, чем обычное соленое тесто, поэтому для надежного склеивания деталей недостаточно просто смочить их водой, как при работе с обычным соленым тестом. Подойдет ПВА или обычный канцелярский клей. Глазки и нос делаю из неокрашенного теста, чтобы немного их выделить. А рот и усы прорисовываю легким нажатием палочки. Подушечки на лапках продавливаю той же тонкой палочкой, а для отверстия побольше использую обратную сторону кисточки. У меня был небольшой темно-зеленый кусочек, мне его как раз хватит, чтобы сделать рыбку. Раскатываю толстенький овал и отделяю хвостик. Заостряю переднюю часть, а хвостик сплющиваю и разрезаю на два плавничка. И уже после приклеивания прорисовываю чешую ручкой, из которой вынула стержень. Лапки приклеиваю так, чтобы частично они прилегали к туловищу и придерживали рыбку. Делаю неглубокие насечки по бокам и на спинке, чтобы придать фактуру шерстки. Чтобы котик напоминал колокольчик, сделаю ему маятник в виде хвоста. Раскатываю небольшую колбаску, немного сужая ее кверху. К покраске лучше приступать после подсыхания, потому что по свежему тесту краска может немного скатываться. В одном из прошлых видео я окрашивала такое тесто не краской, а масляной пастелью. И если вы вдруг его пропустили, можете посмотреть по ссылке в описании. А для подчеркивания рельефа наношу оранжевую краску полусухой кисточкой. Для того, чтобы аккуратно прокрасить мелкие детали, наношу краску зубочисткой. Рыбку решила немного высветлить салатовой перламутровой краской. Наношу ее только на выступающие части, чтобы подчеркнуть рельеф. Благодаря скотчу можно легко снять картонный конус, не повредив само изделие. Подвешиваю хвостик за проволочную петельку и закрепляю узелок вверху, закрыв его бусинкой. Спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилась идея этого милого котика, вы обязательно сделайте себе такого же. А мы с вами увидимся уже в следующих видео.